Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я очень рад поделиться этим моментом с вами, ребята, потому что я получил возможность практиковать мой русский с носителем языка, с носителем русского языка, который также является учителем русского языка, Ольгой. Привет, Ольга. Привет. Мы подумали, что было бы очень хорошо снять наш разговор и опубликовать его на YouTube, чтобы мотивировать других и показать им, что можно изучать русский язык. Я, например, я учу русский язык в течение 1 года, и если мне удалось достигнуть этого уровня, где я понимаю носитель языка, это значит, что вы можете сделать это также. И да, прежде чем мы начнем наш разговор, может быть, Ольга скажет что-нибудь о себе. Хорошо. Я преподаватель русского из МГУ имени Ломоносова. Это Московский государственный университет. И у меня своя школа «Май Русский». У нас такая команда преподавателей из МГУ, которые учат людей по всему миру русскому языку онлайн. Я думаю, что Роберт оставит внизу под видео ссылки на наш YouTube, на наш сайт и на наши социальные сети. Конечно. Да, в основном мы занимаемся 1 на 1, то есть главные наши уроки – это 1 на 1. И еще у нас много разговорных клубов. То есть если кто-то хочет к нам прийти поговорить по-русски онлайн в Zoom, то добро пожаловать. Конечно, ссылка на канал и сайт Ольги будет ниже этого видео. Обязательно проверьте их. Сегодня мы решили говорить о том, почему люди заинтересованы в изучении русского языка. Я, например, как фанат языков, меня очень лично интересует этот вопрос. И я думаю, что нет лучшего человека задать этот вопрос, чтобы задать этот вопрос, чем Ольга, которая также является учителем русского языка, и у которого было многих учеников, много студентов в течение многих лет. И я уверен, что у нее есть много интересных историй, чтобы рассказать. Расскажи, пожалуйста, Ольга, почему обычно люди начинают изучать русский язык, твой родной язык? Ну, мне кажется, что основные 3 причины, почему люди начинают учить русский, это, во-первых, культура. Ну, то есть русская культура – это что-то про снег, зиму, книги. В общем, она такая необычная. Потом это люди. То есть, когда находишь интересного человека, он говорит по-русски, ты хочешь с ним общаться. Часто люди это, ну, например, если в семье жена знает русский язык из России, а муж из другой страны, он пытается учить русский. Ну и реже бывает, что русский нужен для работы. Такие тоже случаи бывают. Ну, то есть, мне кажется, вот 3 основных вида историй. А ты сам как начал учить русский? У тебя, наверное, тоже есть такая история любви к русскому. Да, ты прав, да. Я всегда был заинтересован в изучении иностранных языках. И я думаю, что мой интерес сильно рос 2 или 3 года назад, когда я начал изучать испанский язык.
Это был после того, как я закончил университет, и я уже работал программистом. Итак, я начал изучать испанский в свободное время, и это мне очень понравилось. Итак, изучив испанский язык, я начал изучать другие языки, но чувствовал, что мне нужен вызов, челлендж. Тогда я решил сбросить работу и выучить русский язык. Моя страсть, я могу сказать, моя страсть была настолько велика, что я даже бросил мою работу, и потому что я понял, что мне нравится общаться с людьми гораздо больше, чем с компьютером. И да. И идея говорить по-русски была слишком привлекательной. И да, это была бы моя странная история, но, конечно, я также интересуюсь русской культурой. Я очень хочу читать книги по-русски в оригинале, Пушкина, например. Но я думаю, что моей первой причиной выучить русский язык была потому, что он сложный. Да, это классная причина. У меня тоже был один студент, который... Вот это будет следующая история. То есть мы сегодня решили собрать 10 историй. Это была первая. Вторую историю расскажу подобную. Японский студент, который тоже выбирал языки в университете, какой учить. Ну, вроде китайский чуть-чуть знаю, английский нетрудно, французский чуть-чуть знаю, и тут он увидел русский. Вот это челлендж точно. И он начал учить русский, сейчас он очень хорошо говорит. И он поехал на стажировку в Россию, и ему особенно нравилось то, что он может путешествовать один. И, то есть это был следующий уровень челленджа. То есть он вышел на новый уровень, когда один в России с рюкзаком, он ехал куда-то далеко, в какой-то город, он был в Москве, ехал в Санкт-Петербург и дальше один, и там спрашивал дорогу, что-то выяснял, куда-то добирался, ему было это очень интересно. Как раз там к нему как-то подошел, он приехал в такое место на севере России, называется Кижи. Это место, где церкви построены из дерева и без гвоздей, без единого гвоздя, without nails. И он очень хотел это увидеть, он туда приехал, сидел на траве, и к нему подошел русский мужчина, говорит: ты откуда, что ты тут делаешь? И он рассказал, что вот я японский студент, я вот путешествую. И этот мужчина выразил ему уважение и сказал, что это фантастика, что ты вот так вот делаешь. То есть он ему пожал руку, они познакомились, пообщались, и вот этот японский студент был очень-очень рад, вот у него какое-то такое воодушевление было после этого, что люди действительно ценят это. И поэтому я, кстати, тобой восхищаюсь, что ты учишь много языков. Я бы тоже очень хотела знать много языков. Ну да, но я надеюсь, что в будущем я буду лучше говорить на этих языках, потому что у меня нет времени каждый день практиковать их, но да. Например, я очень хочу путешествовать в России, но я не знаю, я не уверен, если сейчас мой уровень на русском языке это достаточно. Я не уверен, что ты сказала, что да. Твой уровень более чем достаточен, чтобы Спасибо. ехать в Россию. Это больше, чем нужно. Ты точно не потеряешься в Москве. Тем более, что Москва сейчас сильно изменилась. Если раньше, например, в метро в Москве не было нигде ничего на английском, то теперь там есть все на английском, все схемы, все на английском. То есть, да, в Москве точно все хорошо. В Санкт-Петербурге тоже все
очень удобно для туристов. Вот в других городах все сложнее, но ты прекрасно говоришь, чтобы найти дорогу и поговорить Хорошо. с жителем любого русского города. Итак, следующая история. Номер 3. Ну, например, тоже немножко про путешествия. Недавно общалась с студентом из Нидерландов. Может быть, он нас слушает. Он начал учить русский, потому что, когда ему было лет 12, он увидел по телевизору Чернобыльскую катастрофу, то есть аварию в Чернобыле, в Украине, когда взорвалась атомная электростанция. И его это очень поразило, и он с детства хотел выяснить, как там, что, почему так произошло, хотел увидеть это место, что с ним произошло после, ну вот сейчас, например, что с ним произошло. И он запланировал путешествие на Украину. А чтобы ехать на Украину, хорошо знать русский язык, потому что по-русски говорят не только в России, во всех странах бывшего Советского Союза, сейчас страны СНГ. То есть сейчас по-русски говорят около 250 миллионов человек. То есть это 6-й по распространенности язык. Поэтому если едешь куда-то в страны около России, то это удобно знать русский. И вот он начал учить, и ему очень-очень понравилось. То есть это тоже, это даже, не знаю, и путешествие, и культура. В общем, такой интерес в жизни. Эта тема также интересна. Я видел много видео на YouTube о том, что произошло в Чернобыле. И да, это очень грустно, но я могу понять, почему эта тема привлекает так много людей. Это очень тяжелый опыт для страны, ну, это тяжелый опыт для Советского Союза и для России, и для Украины. Окей, и тогда история номер 4, да. Что можно... Например, что любовь к русскому приходит совершенно случайно, очень спонтанно. Недавно разговаривала со студентом из Турции, который, ну, он уже в возрасте, то есть он работает в банке, учил английский вроде бы как. Ну, и для души, и для работы нужно выучить английский. Он ходил на занятия в школу, и его преподаватель, американка, в какой-то момент уехала домой, и у него осталось 60 или около того оплаченных занятий в этой школе. То есть надо было что-то другое искать в этой школе, чтобы продолжить учить. И ему посоветовали русский. Он сказал, я пошел посмотреть, познакомился с преподавателем, начал учить, и с тех пор уже, по-моему, 4 года, он говорит, я не могу провести ни дня, не прочтя книгу. То есть мне нужно прочесть книгу, мне нужно посмотреть русские новости, мне нужно посмотреть какие-то русские сериалы, и он это делает каждый день. Он немного говорит, и у него нет возможности много общаться по-русски, но читать, смотреть и что-то слушать по-русски, он это делает каждый день. Вот такая любовь просто случайно. Это очень интересно. Я не знаю, если я буду изучать другие языки в будущем, и случайно это очень, я не знаю, потому что я всегда был очень серьезно до изучения языков, и я знал, почему я хотел изучать этот язык, например, русский. И случайно это, ну может быть, да, почему нет, но это очень интересно, случайно изучать язык, да. Очень хорошо. Тогда история номер 5, да. Что у нас? Например, был у нас японец. Хотел тебя спросить, как ты думаешь, вот у нас от коллег я слышала несколько историй про японских девушек, которые приезжают в Россию учить русский. Как ты думаешь, почему они едут в Россию, что их так привлекает в русском языке?
Очень интересный вопрос, я не знаю. Я видел несколько каналов на YouTube, где люди изучают русский язык и хотят поделиться своим прогрессом. И это также моя причина, почему я сделаю видео на YouTube, чтобы поделиться моей историей. Но я не знаю, японская девушка, почему изучает русский язык. Может быть, она интересовалась русской культурой, я не знаю. На самом деле это, не знаю, насколько это прям часто у них, но и даже не только японские девушки приезжают в Россию, потому что они в детстве учатся балету. А в России один из самых известных, в России известные балетные мастера, и, в принципе, русский балет известен во всем мире. Поэтому они приезжают сюда из любви к балету, и поэтому они учат русский, чтобы здесь себя комфортно чувствовать и, погрузиться в русскую культуру. Потому что на самом деле всегда культура и прийти к культуре можно только через язык. То есть язык — это всегда отражение культуры. Ты без этого не сможешь понять культуру. Хорошо.